Канал Валерия Табакова представляет алиби Вячеслава Зинченко. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Опять же, возвращаемся к нашему судебному процессу по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион и к тем обстоятельствам, которые имеют значение по делу. Сегодня мы рассмотрим обстоятельства дела, касающиеся идентификации обвиняемого, экспертиз, свидетельских показаний и вещественных доказательств. Подписывайтесь на канал, распространяйте видео и донатьте в поддержку канала на карту Приватбанка, номер которой вы можете увидеть в первом закрепленном комментарии под этим видео. Итак, к делу. Что касается обстоятельств, что нам известно? Известно, что Вячеслава Зинченко арестовали в городе Днепр через 6 дней после убийства Ирины Фарион. Для того, чтобы признать его подозреваемым, были использованы камеры видеонаблюдения и система распознавания лиц. Эта система камер и система распознавания лиц была введена в эксплуатацию буквально в начале 2024 года, то есть совсем недавно. Кто разработчик этой системы? Кто ее сертифицировал? Это важная информация, ее желательно установить, потому что использование несертифицированных средств для того, чтобы этими средствами пользоваться не только для обоснования таких процессуальных действий, как арест и предъявление подозрения, а и для использования их в качестве доказательств, эта информация должна быть проверена и уточнена. Если сертификат на камеры, нет ли среди этих камер, которые использовались для распознавания, камер с пропущенным сроком годности к эксплуатации, то есть не просрочены ли они? А каждая камера должна, как и любой прибор, проходить поверку. Это насчет видеокамер. Насчет программного обеспечения тоже нужно уточнять. Может, адвокатам, может быть, даже и суду, уточнять и задавать вопросы по поводу того, какое программное обеспечение использовалось для распознавания лица подозреваемого, а сейчас обвиняемого, и есть ли действующий сертификат на использование этого программного обеспечения. Если такого сертификата нет, то это значит, что все выводы, в том числе и экспертные, которые сделаны на основе полученных нелицензированной системой распознавания лиц и несертифицированными камерами, ставятся под сомнение. А любое сомнение трактуется в соответствии с Конституцией в пользу обвиняемого. Почему это важно? Это важно потому, что подозрение, предъявленное Зинченко стороной обвинения, основано на анализе последовательных видеофрагментов, полученных с помощью видеокамер с последующей обработкой системы распознавания. Нужно сказать, что мне известно, что в материалах дела отсутствует трекинг перемещения Зинченко по городу Львов. В материалах дела трекинга нет. И нельзя однозначно сказать, что в какой-то момент Зинченко находился в том или ином месте. Такого трекинга нет. Тот телефон, который сторона обвинения изъяла у Зинченко, его личный телефон, которым он пользовался в городе Львов, с его помощью сторона обвинения не смогла получить трекинг перемещения Зинченко. Или, даже, может быть, она смогла получить этот трекинг, но этот, полученный следствием трекинг, не соответствует версии обвинения. Потому что этот трекинг может свидетельствовать о том, что Зинченко вообще никогда не заходил во двор дома в городе Львов по улице Масарика, 3. Поэтому вполне вероятно, что следствие не включило в материалы дела этот трекинг, потому что он как раз и показывает, что Зинченко никогда не находился во дворе дома по улице Масарика, 3. Поэтому стороне защиты имеет смысл истребовать этот трекинг и оценить
насколько этот трекинг может быть использован в качестве доказательства наличия алиби у обвиняемого. Далее. Об этом я уже говорил, но еще раз повторю. Проведенные экспертизы, одерологическая и портретоведческая экспертизы, выполнены с нарушениями порядка проведения таких экспертиз и порядка получения для них исходных материалов. То есть, одерологическая экспертиза проводилась спустя, может быть, 10 дней после совершения преступления. Но, тем не менее, был произведен забор материала с лавки, на которой якобы сидел человек в панамке и в очках. Как оказалось, результаты этой экспертизы с 99% вероятности показали, что на этой лавке сидел именно Вячеслав Зинченко. Это вообще уникальный случай, когда через 10 дней сохранился какой-то запах на какой-то лавке, на эту лавку никто после Зинченко не садился, и этот запах принадлежит Вячеславу Зинченко. Кроме этого, нужно сказать, что материал для экспертизы был взят следователями без понятых. Поэтому все результаты одерологической экспертизы не могут быть основанием для утверждения того, что на этой лавке сидел именно Вячеслав Зинченко. Тем более, что материал был взят через 10 дней после совершения преступления, запах, он на месте сохраняется только где-то в течение, может быть, 3 часов максимум. В этом разбираются специалисты. Вот такая ситуация с этой одерологической экспертизой. Что касается портретоведческой экспертизы. Использовались фотографии, полученные с телефонов, и видеоматериалы, полученные из камер видеонаблюдения. Что касается камер видеонаблюдения, по ним нельзя составить непрерывный путь движения лица в панамке и в очках по городу Львов и сопоставить их с движением по городу Львов Вячеслава Зинченко. Получается, что таких фрагментов, полученных с камер, достаточно много, но система распознавания лиц, которая использовалась для того, чтобы установить, кто именно перемещается, позволила выделить среди этих фрагментов только 20 пригодных фрагментов. Все остальные фрагменты отбраковывались системой и были признаны непригодными. Среди этих 20 фрагментов на одних из них по городу Львов движется в панамке и в очках человек, а на других Вячеслав Зинченко. Так вот, нужно сказать, что те 20 фрагментов, которые система не отбраковала, позволяют установить, что именно Вячеслав Зинченко находился в городе Львов. Но ближайшее расстояние от тех мест, где он был зафиксирован камерами, и четко видно, что это Вячеслав Зинченко, до двора дома по улице Масарика, 3 во Львове составляет 3 километра. То есть получается, что камеры зафиксировали, что ближе, чем на 3 километра Зинченко к двору по улице Масарика, 3 в городе Львов не приближался. Что касается портретоведческой экспертизы, то кроме самой этой экспертизы, которая по какой-то необъяснимой, объяснимой причине, но скажем так, что по какой-то причине установила, что человек в панамке и в очках и Вячеслав Зинченко это одно и то же лицо, то эта экспертиза делалась по фотографии человека в панамке и очках, на которой лицо человека в панамке и в очках закрыто на 65%. То есть там видна только нижняя часть лица. Поэтому эта экспертиза требует тщательного изучения, потому что специалисты в области портретоведения, в том числе и эксперты, единогласно утверждают о том, что портретоведческая экспертиза не может быть произведена, если 65% лица закрыто. В таком случае кого-либо опознать и с кем-то сопоставить нельзя. Мало того, если присмотреться к фотографии человека в панамке и в очках, которую сделали
жильцы дома на Масарика 3, то может быть обнаружено какое-то совпадение по губам, по кончику носа. Но я бы вам, друзья, посоветовал обратить внимание не на нос и не на губы, а на мочку уха. На фотографии довольно четко видно правое ухо, и вот мочка правого уха у человека в панамке и очках, она вообще-то совершенно отсутствует. То есть ухо как бы без мочки, оно как бы просто вросло в череп. А у Вячеслава Зинченко эта мочка мясистая, то есть она не вросла в ухо и совершенно, если сравнить по мочке уха, не совпадает с мочкой уха человека в панамке и очках. Но и в конце концов, насколько мне известно, есть отзывы или рецензия независимой экспертной организации, которая говорит о том, что совпадение в тех обстоятельствах и по тем материалам, которые были использованы экспертами, назначенными стороной обвинения, определено быть не может. Нужно ли требовать в таком случае повторную экспертизу? Это уже на усмотрение адвокатов. Это что касается экспертиз. И далее. Как вы понимаете, пули нет. Орудия убийства тоже нет. Поэтому нет ни баллистической экспертизы, ни трассологической экспертизы. Может быть, пулю можно извлечь при эксгумации, но будут ли этим заниматься сторона защиты и сторона обвинения, трудно сказать. Это опять же все зависит от них. И еще по поводу мотива и свидетелей. В прошлом своем видео я рекомендовал, что лучше все же пригласить мать Зинченко в качестве свидетеля для того, чтобы она в суде показала, что ее сын был убежденным бандеровцем, что он восхищался Степаном Бандерой и что у него даже есть футболка с капюшоном, худи с надписью «Мой герой Степан Бандера». Но почему-то один из блогеров по фамилии Игорь Швец вдруг начал в своем видео вводить в заблуждение своих слушателей, говоря, что мать Зинченко якобы не может выступить в суде в качестве свидетеля. Это неправда. Я советую Игорю Швецу почитать статью 65 Уголовного процессуального кодекса Украины и для себя выяснить, что мать Зинченко может быть свидетелем в суде, как в том числе и отец. Мало того, еще и сам Зинченко может быть допрошен в суде в качестве свидетеля. Так что Игорю Швецу, если он не является специалистом с юридическим образованием, а всего лишь оперативником, утверждать то, что не соответствует действительности, не стоит. Мало того, Игорь Швец еще говорит, что он говорит правду и что он верующий христианин. То, что он сказал неправду, что мать Зинченко не может быть свидетелем, это первое. А кроме всего прочего, этот, с его слов, верующий христианин, еще и распространяет в своих видео клевету, в том числе и в отношении меня. То есть распространяет неправдивые сведения, фактически распространяет ложь. По-украински брешет. Поэтому я, друзья, советую с осторожностью относиться к заявлениям Игоря Швеца и их перепроверять. То есть, во-первых, Игорь Швец клевещет на меня, и во-вторых, что он совершенно ошибочно утверждает, что мать Зинченко не может быть свидетелем в суде. Кроме этого, еще я рекомендовал присоединить к материалам дела в качестве вещественного доказательства футболку Вячеслава Зинченко с надписью «Мой герой Степан Бандера». Как это сделать, это уже компетенция адвокатов, но сделать это можно. И я считаю, что нужно. Вот такая вот информация, друзья, по поводу всего того, что у нас на сегодня происходит по делу об обвинении Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. По возможности донатьте на карту Приватбанка, номер которой вы можете увидеть в первом закрепленном под этим видео
комментария. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!